Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с самыми интересными новостями, что пишет азербайджанская пресса. Сепаратисты договорились с Москвой, семьи миротворцев приедут в Карабах. Уже Арей Каратюнян, Варданян в панике, что им перекрывает кислород, и чтобы обеспечить безопасность свою и проживающих там армян, они решили сюда таким хитрым способом, чтобы к военнослужащим российским прибыли их семьи, вернее жены с детьми. И вот статья как раз по этой теме. Сепаратисты Карабаха прилагают усилия для продолжения присутствия российских миротворцев в регионе. Об этом сообщает армянская газета «Грапарак». И она пишет в своей статье следующее. Не секрет, что все эти надежды на безопасность и вообще на выживание в Карабахе связывают с российскими миротворцами. Карабахцы постоянно подчеркивают, что с уходом миротворцев жизнь республики прекратится. Чтобы это не произошло, необходимы шаги для долгосрочной дислокации миротворцев в Карабахе. По нашим сведениям, президент Карабаха Арей Каратюнян делает все возможное, чтобы семьи, где-то там 1960 миротворцев, но они пишут здесь 1500 миротворцев, ну и их жены, дети, приехали в Карабах из России, чтобы надолго обосноваться в республике. Нам сказали, что по этому вопросу он обратился в высшие инстанции России и получил заверение о том, что переезд членов семей российских миротворцев будет организован. Отметим, что размещенные на азербайджанских территориях российские миротворцы открыто поддерживают армян. Но это всем стало понятно, когда азербайджанских корреспондентов не пустили на территорию Карабаха. И вот теперь армянское издание Ереван Тудей опубликовало тоже статью конкретно по этой теме. Вот видите, российские миротворцы стоят. Да, не секрет, что вся надежда на безопасность выживания в Карабахе вообще связана с российскими миротворцами. Да. И карабахцы неоднократно заявляли, что если уйдет российский солдат, то идут и карабахские армяне с этой территории. И теперь вот они решили, что надо задержать уход российских миротворцев на максимальный срок. Хотя в документе 9 ноября 2020 года указано, что пребывание миротворцев зависит от желания обеих сторон, Армении и Азербайджана, однако все остальные пункты этого документа были настолько нарушены, что ни один срок не был соблюден. Поэтому можно утверждать, что документ больше не действует. И пребывание миротворцев зависит исключительно от желания России, Карабаха и немного Армении. Армяне переиграли. Раньше писали, что или Азербайджан, или Россия, или Армения аннулируют этот договор, то все, значит, российские миротворцы уходят. Армяне вот заявляют в этой статье, что, мол, не надо желания Азербайджана, чтобы вывести миротворцев. Главное, чтобы Россия может сама решить продолжить, и карабахские армяне захотят, то и российские миротворцы там останутся. По нашим сведениям, президент Карабаха Арей Каратюнян делает все возможное, чтобы находившиеся в республике 1500 миротворцев перевезли сюда свои семьи, и чтобы прочнее обосновались здесь. Нам уже сообщили, что по этому вопросу он обратился в высшие инстанции РФ и получил заверение, что переезд членов семей российских военных будет организован. Ну все, видите, Арей Каратюнян дал заявку в российское, это самое, можно сказать, Министерство обороны, я думаю. Он попросил, чтобы, давай продлите нам срок еще и подбросьте сюда этих родителей, жен, детей, в общем, всех тут, родственников, чтобы на карабахской здесь, азербайджанской земле побольше было жителей, особенно с русскими паспортами. А если приедут жены, дети российские с паспортами, это значит, что эта территория Карабаха уже все будет почти заселена русскими. А Путин не даст в обиду русских, потому что у них документы российские на руках. Как это Азербайджан будет стрелять в русских женщин и детей? Это недопустимо.
Это нарушает все мировые правила сообщества. Это геноцид русского населения территории Карабаха. Путин грудью станет, сам с автоматом будет защищать жен, детей российских миротворцев. Не допустит геноцида карабахских армян и своих граждан. В общем, вот планы Рейка Арутюняна, чтобы российскими женами, детьми прикрыться, как бы сказать, и жить спокойно, и чтобы Азербайджан здесь больше не претендовал на эти территории. В общем, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.